Всем привет! Сегодня у нас реакция на Kingdom Rush Origins только юнитами. Можно ли пройти все уровни КРО бараками? Короче, это заказ от подписчика на бусте уровня подписки хардкорщика, короче, от Ван Лока. Большое спасибо ему за заказ, большое спасибо за подписку. Вы, понятное дело, берите с него пример и заказываете тоже реакции. Ссылочка на донат есть в описании, ссылочка на бусте, понятное дело, тоже. Там у нас выходит альянс дополнительно, да, и, возможно, какие-то сценарные ролики тоже там ранее будут выходить. Также не забывайте про второй канал. На втором канале у нас выходят различные летсплеи и, опять же, это видосы по Kingdom Rush. Все. Такое вот быстрое начало, вступление. Заказ, погнали. День добрый. Заказ, если что, от 40 минут. Так. Да. Переплывя океан, мы наконец можем узнать истоки Южного континента. Нам предстоит но монтаж у него классный. Как были завоеваны все 15 уровней основной кампании Origins только юнитами на сложности ветеран. Что за трудности встретились генералу, какие тактики были использованы. Но прежде чем мы узнаем об этом, я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал я не помню, мы же вроде, да, мы смотрели все уровни КРО. Вообще-то тут написано все уровни КРО. Они основной компании. Ну ладно, основная компания так основная компания. Видимо, да, не будет мне так. Да? Эльфийский, Сумеречный лес, руины первого города. Ну ладно, понял. Ладно, не важно. Ну погнали тогда, да, смотреть основную кампанию. Может кто-нибудь захочет заказать остальные, да, элитные ролика. Спасибо вам за комментарии и лайки. Стоп, ЧСХ. А также отдельное спасибо бустерам. Вот наши коллеги. Работник месяца противопехотная мина и старшие мастера Нети, Деаида, Манго, Патаманго и Арлок. У этих кайфариков был моим бустерам тоже спасибо большое. Был ранний доступ к видеороликам. Так, они могли уже 2 недели назад по частям посмотреть Origins. И у них была возможность предлагать свои идеи для этого ролика. На этом все. Приятного вам просмотра. Уровень 1. Серые вороны. Мы снова находимся у порта или верфи, но на этот раз в эльфийских землях. Из основных изменений, которые бросаются в глаза, стоит отметить, что стоимость казарм увеличилась до 100 золотых. Это Однако, прям, да, в обмен на это юниты получили дальнобойную атаку, да? Уже на втором уровне прокачки. Так что можно сказать, что это равноценный обмен. Основным же типом врагов на первую игровую зону станут гнолы. Если вы не знаете, кто это, то в сюжетной кампании их уже со второй строчки называют тварями. А по правде, гнолы это большие гиеноподобные фэнтезийные существа. В общем, странные создания. Грабители стандартное пушечное мясо, а поджигатели уже более интересные противники, но не намного сильнее. Они еще, да, вот они точно твари, они там и такое будут творить вообще. Аж целые леса сжигать, ну-ну. И целые баллисты. Обидненько будет. С факелами в наших юнитов неприятно, но урона наносит это мало. Так же, как и во Frontiers, герои нам дают с первого же уровня. Зато здесь, но в отличие от предыдущей игры, у него есть свой уникальный спелл. И вот это вот на этом первый этап заканчивается на 3 звездах. Достижашки собираем. Серые вороны, железные он как в телефончике сделал переход. Блин, прикольно. Блин, у него классный монтаж, очень прикольный. Я решил сразу же пройти испытание этого уровня. В этом нет необходимости, как во Frontiers. Почему как во Frontiers нужно, не нужно? Там же тоже звездочки даются, алло. Для прокачки. Это в Legends не надо для прокачки. У них там свои... Там уже не по звездочкам идет прокачка, а по этим. Ну хотя тут мальчики, типа, они же стреляют из лука, плюс герой первый сам, да? Ладно, короче. Однако лишними звезды в начале точно не будут. Ну да. Главное отличие от предыдущих частей состоит в том, что уже с первого уровня можно брать с собой героя. Поэтому это очень просто. Плюс 1 звезда ветеран. Серые вороны, героическое испытание, столь же просто, как и железное. Плюс 1 звезда ветеран. Уровень 2, высокий перевал. Вот начиная с этого уровня, юниты из казарм могут использовать дальнобойные атаки. Это очень приятно, а в дальнейшем без этой особенности и не обойтись. А он что проходит-то? Я что-то сначала подумал, что это просто он просто проходит игру, а я только понял, да, что он бараки-то только использует, юнит.
той, как и предыдущие. Из интересного новый противник, Гнол Обглод. Увеличивает урон на 50%, если их двое или больше. А также имеет 40% физической защиты на 300 хп. Основной противник на ближайшие 3 уровня. На этом все. Забираем 3 звезды ветеран. Высокий перевал, героическое испытание. Ну они же там... Ну как можно быть тем человеком, у которого что-то... Блин... Ну там же светится. Открывай. На прохождение 2-го уровня нам открывается новый герой, Ариван, или Ариван, не знаю точно, но этот персонаж станет для нас настоящим подарком. Он обладает магическим уроном, а его особая молния наносит чистый урон, игнорирующий всю броню. Кроме того, у Аривана есть уникальный спелл, создающий вихрь, который не только наносит урон, но и замедляет мобов в зоне действия. Он замедляет? Этот навык не раз нас выручит. С Ариваном те же самые обводы. Реально это так работает? Я никогда не пытался Ариваном этих уколовок убить. А он замедляет? Потому забираем 1 звезду ветерана. Высокий перевал, железные испытания. Может забыл, может. Это испытание еще проще предыдущего. Зачем они вообще разрешили героя? Уровень 3, водопады. Теперь нам доступны тир 3 казармы. С каждой частью как бы игра облегчается. Самым опасным врагом для нас станут гиены. Ну хотя нет, Legends... Ой, фу, Legend говорю. Альянс все-таки будет чуть-чуть посложнее, ну по моим ощущениям, если честно, будет посложнее Legends на самом деле. Ну, хотя в Legends сложные компании, в принципе, есть стажапки, да, какие-нибудь. Ну, может, пираты, да, какие-нибудь. Возможно, вот этот вот уровень с привиденьками, но... Ну, вы меня поняли. Тут... Ну, короче, с каждой частью все легче, потому что игра делается под целевую. Эти низшие братья гнолов были специально обучены уворачиваться. Хотя вообще, от юнитов. Мне кажется, много кто играет, те, кто играет, они вообще испыташки не проходят. Ну, в смысле, обычные игроки, которые не увлекаются Kingdom Rush, которые просто такие на телефончик скачали, ну, там, я не знаю, установили как-то, или просто, или... даже не видно было. Я тележеньку не... Ладно, все, потому погнали. их невозможно. Ну, короче, улегчили точку. Перехватить. Да, только я так могу такое слово следует улучшать казармы не менее чем до 2-го уровня. А чтобы было проще справляться с гиенами, рекомендую прокачать звездочки для подмоги. Этот же совет поможет и против нового моба, перифонов, которые станут первыми летающими противниками на нашем пути. Ой, в будущем они меня будут вымораживать. На этом все, что нового появилось в этой локации. Ах да, не забывайте собирать сундучки с водопада, деньги лишними не будут. Водопады — железные испытания, вновь проходной уровень, плюс 1 звезда ветерана. Водопады — героическое испытание. Без шуток, эти испытания взаправду не несут никакой сложности, плюс 1 звезда ветерана. Уровень 4, бой за Красный лес. Только зайдя на эту локацию, мы видим поселение ивоков, прям как эвоки из Звездных войн. Эти классные медвежата помогут нам в прохождении уровня. Они будут кидать если будут только копья в мобов, а также за починку хижины. Если только они будут копья свои метать, да? Вот. Целиться и метать их. За 100 золотых мы сможем нанять до 4 ивоков по той же цене. Вот вам мой совет. Им нужно указать место сбора вот тут, для того, чтобы они могли кидать в мобов свои болс. Вот вы поглядите на этого труженика. Ну это прикольно, да, на самом деле у них урона вроде немало, но потом выйдут эти оскверненные твари. Уровни мы вот они вот, да, они. Вот они как бы, ну их придется отводить на самом деле. Это бесит, потому что у них хп-то мало, они каждый сотку стоят. Осквернитель. Противное создание, чья дальность атаки превосходит дальность тех юнитов. Ладно, они умеют кастовать заклинания на дистанции. Но почему у них столько же здоровья, как у 2,5 гнолов-обглодов? Из-за этих особенностей единственная тактика их уничтожения — это переставление точки сбора казарм. Если говорить в общем о стратегии прохождения уровня, то сперва сделайте акцент на конце. Ибо на 5-й и позже на 10-й волнах будут открыты 2 новых прохода, что соединятся в этой точке. В
Вторым же новым противником становится Этин. Эти туповатые двуголовые гиганты обладают запасом здоровья в 1000 единиц с регенерацией и уроном от 85 до 90. Быстро они его во все щели звучит опасно, однако на деле они не сложнее облодов, так как их выходит не так уж и много, они сами себя станят. На 3 звездах ветеран и заканчивается бой Храбрый за партняшка. Уровень 5. Королевские сады. Начиная с этого уровня, нам будет доступно первое улучшение казарм 4-го тира – поющие клинки. А перед тем, как я расскажу об их особенностях, получим достижение за 3 одинаковых куста. Новые бойцы – это совмещение Ирели и реактивного Сэма, столь же грациозные и быстрые убийцы. Они даже его реплики повторяют. Главные их особенности – это отсутствие дальнего боя, танец неуязвимости и пляска клинков. Интересный перевод на русский. Последний – это основной боевой навык, что позволяет юниту на небольшом расстоянии прыгать от цели к цели, нанося им чистый урон и ошеломляя противников на короткий срок. При этом, будучи неуязвимыми, звучит мощно, а на самом деле еще лучше. Они еще те денсеры просто, их никто не перетанцует. Сумеречным Они поют, танцуют это эти темные клинки. эльфы, что играют по-черному, отступая назад и отстреливаясь из лука. Конечно, не самый сложный противник, но неприятный. Чтобы избегать их обстрела, можно прокачать танец неуязвимости, что с шансом в 10-30% от уровня прокачки станет неуязвим на 2 секунды почти для всех противников и будет наносить 36 чистого урона вокруг себя. Из интересного. Чисто они отражают чистый урон, типа? Ну эти когда крутятся, ничего себе. Секунды неуязвимости, если шанс снова сработает уже во время действия навыка. Это 2 очень мощных навыка, однако отсутствие лука и стрел неприятно. По этой причине не следует увлекаться их прокачкой слишком сильно, ибо на предпоследней волне будет спам перифонов. И именно по этой причине я решил рестартнуть первую попытку и закончил вторую на 17 сердечках. Потому ничего не прокачивая, я начал последнюю третью всего попытку. на 2? По советам. Следите за катапультами. Один заряд растений их шотает. Пляски против гиен очень эффективны. И не забывайте оставить для себя тир 2-3 казармы в конце уровня. На этом плюс 3 звезды ветеран. Уровень 6. Земля грифонов. Наконец-то мы добрались до первого босса в Kingdom Rush Origins. Эта локация довольно проста, за исключением пары волн, где в изобилии появляются гиены и перифоны. Из-за этого на предпоследней волне я пропустил 7 мобов, однако я решил проверить, насколько силен местный босс. Из главных особенностей Kingdom Rush Origins не все боссы ваншотят юнитов, и как раз Хихи Эния, которая в игре записана как одна из самых вонючих гнолов, стопится 3 казармами. Из-за этого я завершил уровень на 2 звезды. Такой результат меня не устроил, и я предпринял вторую попытку. Тактика для этой локации следующая. Поставьте 3 казармы здесь, чтобы лучники на холме могли стрелять по гнолам, увеличивая ваш ДПС. Лучше всего прокачивать казармы до 3-го тира, чтобы было легче справляться с перифонами. Именно так я смог пройти локацию на 3 звезды ветеран. Уровень 7. Рокхен. Поздравляю. Эта локация покажет нам ключевые элементы второй игровой зоны. Уже не хватает места там показывать эти, улучшашки. К сожалению, не того самого легендарного мода на Майнкрафт, который до сих пор не получил финального босса. Но видео не об этом. Собственно, первым, что может броситься в глаза, являются эти желтые кристаллы, за цвет не спрашивайте, которые способны переносить противников из точки А в Б. В этом состоянии они неуязвимы, а потому вам следует устанавливать сбор казарм на выходе Б, чтобы лишний раз не заморачиваться. Вторым бы я бы отметил эти странные растения. При использовании они выпускают ядовитые споры, которые поражают всех мобов вокруг. В будущем нам это будет нужно. А так осталось лишь сказать о новых мобах. По факту пауки-мечевики и сатиры-головорезы как бы заменят нам гнолов, став рядовыми противниками без новых особенностей. Однако сатир-гоплит не входит в их компашку. Ну как? Его главное отличие — это возможность призывать чепуху. Особой сложности он не несет, в отличие от следующего существа. Паук-паутинник на время выключает из боя наших бойцов. Вот это вот мерзкая херня. Теоретически может привести она в мини-компании тоже вот это бесила. Даже
Вот такие орды противника одолеть нетрудно. Очередные 3 звезды. Это все Риван сделал. Уровень 8. Гримсбург. Нисколько вот не мы монтаж. дошли до второго улучшения казарм 4-го тира. Хранители леса. Часто они упоминаются как одни из сильнейших, и это вполне оправдано. Они обладают почти всем. Хилом, большим и чистым уроном, останавливающей способностью дальней атаки и ускоренным возрождением для Origins. А потому они хороши и как саппорты, и как керри. Но есть 2 загвоздки. Согласен. Отсутствие брони, и их всего 2. Да. Если первое можно пережить спокойно, ну их как бы можно использовать второе... вообще спокойно, типа, ну да, то есть вот так вот. Это правильное использование, то что я... Типа, это одна-две казармы клинков, да, которые как бы танчат и наносят урон, а другие как бы их хилят и тоже урон наносят. И по летающим, кстати, бить. Неприятно. Собственно, руководство по использованию. Для высокого дамага он сейчас все расскажет. Древнее дубовое копье, кто это такой, короче? Сейчас все автор расскажет. Наносит от 90 до 160 чистого урона. Для саппортинга круг жизни, что восстанавливает от 80 до 240 хп всем юнитам вокруг. А для замедления мрачный садовник, что наносит урон от 72 до квадрата 12 и замедляет врагов на 50%. На бумаге и впрямь все прекрасно. Ну, а теперь я бы хотел высказать свое мнение. Да, это сильный юнит, но лучше на нем не помешаться. Лично по моим наблюдениям, поющие клинки обладают куда более высокой останавливающей способностью. К тому же, они будут чуть дешевле. Потому моей стратегией защиты на следующий уровне станет сборка из 1-2 поющих клинков и за ними 1 или 2 хранителями леса. Такая оборона легко останавливает толпы врагов и легко пробивает одиночные бронированные танки. Что же, новые улучшения закончились, а потому мне остается только рассказывать об особенностях уровней и сложностях прохождения только я бы ульту потратил бы на этих ежиков, а их убил лозой. Ну? Вот как раз об этом... А ты чё, ачивочка и там золото, ты чё? Мы и поговорим. У Грёмки новый летающий противник. Хоть небо мы можем защищать, однако это становится проблемным, когда их выходит десятки и сотни. А все это потому, что они обладают саморепликацией. Их стоит спавн кемпить. Однако, если вы не хотите так играть, то вам поможет Ариван, так как его особый навык полностью контрит всех угрюмок. А также не забывайте об этих странных растениях. Вроде интересный противник, которого нельзя оставлять на самотек, но он будет лишь в 8, 9 и 11 уровнях. А потому на эти локации вам следует брать Аривана. Следующим же будет Сумеречный Каратель. Его особенность в том, что он ускоряет вражеские войска, а после смерти оставляет Мстительный Дух, что выключает башни на время. Так как мы играем только с бараками, то это не представляет для нас опасности, ибо юниты остаются живыми, но не могут возрождаться, пока проклятие не исчезнет. Последний да, не хилятся там, что им возрождаться. Его нельзя замедлить, но остановить можно. Это большие танки, обладающие нехилым запасом здоровья. Проблемным для нас станет его атака по площади. Однако вы можете поступить так же, как и я, разделить поющими клинками хранителей леса. Так дубовые копья будут наносить много урона, а сами юниты... Они там отражают, блин, по сути, на этом локация заканчивается. Из тактик прохождения уровня могу предложить сделать... Вот это я понимаю, настоящий любитель мальчиков. Kingdom Rush Origins только мальчиками. Опорные пункты до кристаллов. Так, я за одну попытку получил 3 звезды. Ветеран. Кстати, о блестяшках. Уровень 9. Кристальное озеро. Ключевая особенность этой локации заключается в звере, что живет в этой луже. Из-за его мощного рыга, что не сравнится с Грагосом, на маленькие кусочки разлетаются эти кристаллы цвета А279Е0 или 745-895. Не знаю, но что могу сказать сразу, вам следует делать защиту вот тут, так как позже откроется второй проход на базу. А вот в ряду противников опасное подкрепление. Красный колпак. Эти красные карлики, знакомые Ринса, это могут вот, да, для юнитов такой юнитов. Себе. На самом деле они достаточно простые. Главное, пытайтесь их выцеливать и заменять павших бойцов. Красных колпаков контра другие красные колпаки. Врагом на эту локацию станет Сумеречный Мститель.
Он просто бронированный юнит, что накладывает проклятие крипера на мобов. В остальном, простой уровень. Да, я почти пропустил брандешмага, но это уже проблема невнимательности. А так, 3 звезды ветеран. Уровень 10, Неведоземье. Интересное название локации, наверное, это связано со свойством грибов, что растут в этом лесу. А они так-то очень необычные, но как противник. Их особенность заключается в неудержании внутренних позывов. Потому если вы не пропустите их в туалет, то это нанесет 40 А здесь, кстати, урона. Много кто говорил, то, что они на невозможном, прям вообще для юнитов это прям кошмар. Либо это из-за того, что я уже прошел, типа, такой думаю, ай, легко, или это потому, что я давно... Ну, короче, ладно. Для меня они как-то показались, что не особо, типа, жесткими. Если играть не через юнитов. Но он-то через юнитов играет, ему-то будет даже на ветеране, как бы, ну, жопка будет. По площади, а также и морального. Они всегда выходят в большом количестве и легко могут снести всю оборону. Но вы могли заметить эту бегающую головешку с фиолетовой кожей. Это Рексон, новый герой, что стал доступен после прохождения Рок-Хенджа. Его, как по мне, ключевая особенность — хищение жизни. Это пассивный навык, что восстанавливает герою 5. Интересная контра. Блин. Я бы до такого не догадался. 15 и 30% здоровья за каждого погибшего врага рядом с ним. Сопоставляем то, что грибы умирают при столкновении с юнитом, и получаем бесконечную машину войны. Рексон может солировать огромные кучи противников, но не увлекайтесь. Все же он не бессмертен. О его остальных умениях поговорим попозже. А так я могу сказать, что против грибов вроде неплохо заходят поющие клинки, так как их неуязвимость распространяется и на грибы. Пляска тоже будет эффективна, так как грибы обладают малым запасом здоровья. А на этом уровень заканчивается на 3 звезды ветеран. Это же прежде чем пойдем дальше, давайте заработаем 37-ю звезду и закроем. Он знает, как надо. Все полезные улучшения. Бой за Красный лес — героическое испытание. Также, как и предыдущие уровни, этот не представляет особой проблемы, а потому получаем все необходимые улучшения. Уровень 11. Или он решил одну звездочку залутать. Двор. Это заключительный уровень Сумеречного леса. Он представляет из себя компиляцию девочки докачаны, получается, локаций, понял, да, а потому лучшую тактику, что я могу предложить, это просто использовать все те методы, которые подошли для предыдущих уровней. И это сработало. Уровень не самый сложный, единственное — убивайте фанатиков, чтобы они не мешали. И берите Аривана, как по мне он тут неплохо заходит. Так, в пару заходов и десятков копий злодиция пойдет. Оригинальное имя. Причем, получается, начальными... Ну да, получается, начальными героями еще, по сути, практически. После... Который против грибов еще может быть нормально... Ну, да, этого же Аривана. Ну, короче, не знаю. В принципе, да, это даже на телефончике. Этого Мактанс, королева пауков, заберет ее уже в следующую локацию. На удивление, вот и конец второй игровой зоны. Несмотря на то, что игра уже пройдена больше, чем наполовину, уровни стали проще. На эти 5 уровней ушло ровно 5 попыток. Теперь у нас полное исследование и доступны все виды казарм. А потому не будем медлить. Уровень 12 — восхождение. Вот и начало 3-й игровой зоны. Руины первого города. О, нашинкование пошло. Стали рассадником еретиков и пауков. Это классный исправить. А поможет нам Рексон. Он упивается боем, а потому все его навыки так или иначе завязаны на этом. Его уникальное заклинание — Каратель, которое гарантированно убивает любого противника и наносит боссу 2000 урона раз в 50 секунд на максимуме прокачки. Это мощное умение, которое пригодится нам в этой локации, где появятся новые опасные противники. Собственно, о них. Стальной бивень — свирепое создание, что при виде юнита бешено таранит всех подряд. Полутанки, что приносит проблему только на ранних стадиях или в большом... это он! Ни хрена себе! Ни хрена себе, это вот, да. Блин, я вспомнил викторину, да, то, что вот это вот, там одна из способностей, не которой, там, по-моему, даже была, по-моему, ошибка, или я не помню точно, просто, типа, сначала было говорено то, что это кружащаяся способность может. С шансом 3% ваншотнуть. Но вот сейчас вот видели, да, вот это вот нашинкование сработало ваншот. Охренеть. В группах. На пути у нас Сумеречная Жрица. Это паука-поклонница, что посвятила себя исцелению отродья.
может восстанавливать 80 здоровья прилежащим противникам. Первая культистка демо-версия. Сумеречный голем, груда камней, что имеет 5000 здоровья на 90% физическую защиту и наносит в среднем 150 урона по площади. Тут на сцену выходит Рексон со своим карателем, и не только. Очевидно, что на такую цель использовать карателей выгодно, но если он в КД, то вам поможет быстрое переставление героя. Ведь, как минимум, в первых 3 частях при передвижении героя он неуязвим к атакам, в том числе и по области. И это пригодилось нам уже во Frontiers против Хиса. Кто не смотрел, рекомендую глянуть по подсказке справа сверху после этого видео. А так как Рексон быстро бегает и атакует, к тому же он при активном жутком клинке, его еще один навык, может распотрошить любого моба со шансом 3%, кроме босса, конечно же. Именно поэтому он стал моим любимчиком в Origins. А теперь насчет уровня. Соглашусь. На нижний проход чаще приходится спам. Будьте аккуратнее всего на 8 и 14 волнах. На предпоследней же, потому что бивни могут проскочить через оборону. В остальном, одна попытка и 3 звезды ветеран. Уровень 13. Штаб волшебников. Дракончики. Наверное, в прошлом здесь располагались самые лучшие умы, но сейчас он захвачен ужасными тварями. На локации присутствует яйцо красного дракона, что за 250 золотых откроет нам дополнительного летающего юнита. Тут вы уже сами решаете. Кстати, прикол. Мне, по-моему, показалось, я, по-моему, даже вроде мне показалось то, что у маленького сполоха урон больше, чем у сполоха из Фронтирса. Ну тут он как башенка, как бы, с одной стороны, правильно, да? Это, конечно, мем немножко. У маленького сполоха урона больше, чем у взрослого. Будете ли вы его использовать или нет? Я вот, например, не откажусь. Второй он же юнит, да? становится полностью сломанная карта. Пути расположены вот так. Поэтому вам в любом случае придется делить кошелек на 2 отдельные обороны. Однако на деле сверху будут выходить чаще пары сильных противников, а снизу толпы мелких дурачков. Давайте же обратим наш взор на новых мобов, так как первый из них станет испытанием. Облачные охотники. Подобно паразитам из Frontiers, они нападают кучами и порождают себе подобных из наших бойцов. Да, только летающие, то есть это к паразитическим существам, да, вот этим вот мерзким, это очень сложным достаточно врагам, добавили еще и полет. Твари захватывают юнитов, против них будут на фронтлайне эффективны поющие клинки, так как их пляска может задевать облачных охотников, без шанса быть пойманным. Да ну! Следующий же противник это паукан. А о них вообще есть что сказать? Сумеречный еретик – это изуродованный колдун, что высасывает жизненные силы и сковывает наших бойцов. По-настоящему неприятный противник. Однако у меня он не вызывал проблем. По тактике верхний путь стоит прокачивать по необходимости. Зачастую там не самые сложные сетапы, а потому можно выжить и на тир 3 башнях. Но хотя бы одни хранители леса следует построить. А также будьте осторожны на 4, 7, 9 и 13 волнах. Так можно получить 3 звезды ветерана. Уровень 14. Убежище Мактанс. Вот и предпоследняя локация основной кампании Origins. Осталась последняя тройка ранее невиданных мобов, а потому начнем с них. Сыновья Мактанс – безжалостные охотники, что имеют яд, наносящий 132 урона за 3 секунды. И спускаются они с небес на поле боя. Самый базовый противник на самом деле. Предпоследним станет Арахноман. Этот помешанный, настолько безумен, что умеет управлять пауками и призывает их на поле боя. А вот заключает сегодняшний хит-парад тварей Деррайдер. Это реально сложный противник, который сочетает способности сыновей Мактанса. Ой, как он мне, блин, в этой арахнофобии, он требует постоянного внимания и осторожности, так как если умрет ваш один боец, то из него появится еще один драйдер. И я не испытал серьезных трудностей на уровне. Поэтому не будем медлить. Идем вперед! Последний 15 уровень. А надо было всего лишь пацанов изначала убрать, чтобы это дополнительные не спавнились трайдеры. Ой, короче, ладно. И линия. Весь этот путь привел нас сюда. Впервые реально муторный уровень. На него у меня ушло больше всего попыток. А именно 4! На целую одну попытку больше, чем на 5 уровень Королевские сады. В смысле, ты же 5 уровень 5 попыток потратил?
Вот это твой максимум, нет? Я просто рестартовал. Все проблемные моменты заключены в 3 волнах и тупизме. Я не про ютубера говорю. А чтобы с ними справиться, нам дают в распоряжение пост перебежчиков. Однако, как по мне, лучше тратить деньги на прокачку наших башен. Поющие клинки хранители леса куда сильнее и имеют важные и сильные навыки для прохождения уровня. Ну это же девочки. А вот теперь про те 3 волны. Хотя, если было бы написано прохождение только мальчиками... Ладно, промедлил и упустил мои 3 звезды ветерана. Первая — это 5-я по счету. На ней выходят 10 драйдеров, потому главное не пропустить их выход, чтобы своевременно помочь нашим бойцам. Проходил всего буквально 2-3 героями, ну если не считать прорвали оборону. Однако я собрался, быстро переставлял точки сбора казарм, пытался параллельно их прокачивать, и вот такую толпу у меня получилось подавить. И пропустить всего 2 драйверов, что оставило мне 18 сердечек, и если я бы прошел бы дальше бы уровень, то... У тебя еще денег до хрена, ты их не тратишь. Однако, вторая проблемная волна, 8-я, так как на ней выходят в большом количестве облачные охотники. В сумме 32 штуки, что и изруинило мне окончательно первую попытку. 3-я же, 9-я. Тут сама Мактанс решает помешать нам, спускаясь вот здесь. Главная проблема, что она обездвиживает всех юнитов, ведь согнать можно. Вулканов. И если вы, так же как и я, делаете всю оборону вот в этом же месте, то все ваши бойцы будут застанены. Из-за того, что я никак не мог поймать тайминг, были слиты 3 звезды 2-й и 3-й попыток. Теперь же, зная все подводные камни и переставляя пост перебежчиков назад, чтобы как раз таки нормально справляться с 9-й волной и последующими партизанами, мы можем начать бой с боссом. В принципе, бой достаточно простой. Я даже решил по приколу соло Рексоном убить богиню-паучиху. И это вполне себе возможно. Сама паучиха бьет достаточно медленно, из-за большой скорости Рексона он способен буквально в соло выстаивать босса. Он настолько сильно ее замедляет и не дает ей сдвинуться с места, и при этом наносит урон, что мне даже удалось сменить фазу боя. Что же, на этом заканчивается 3-я игровая зона и по совместительству основная кампания Origins. Теперь же нам доступны еще 3 элитных. Смотрите, его можно похвалить. Знаете почему? Потому... блин, вы же не видите, да? Да. Сейчас. Так вот сделаю. Его же можно похвалить. У него же лапки, и он все равно с ним... Вот если бы у меня... Вот у меня тоже лапки на самом деле. Я бы не смог. Ведь у меня же лапки. А он смог. А он победил. Так, нормально? Нормально же стоит? Нормально. Так вот, во. Отлично. Так, ладно, погнали дальше. Простите. Этапа. Но это уже совсем другая история. Тогда давайте подсчитаем статистику этого прохождения. В сумме 30 попыток на 15 уровней и 7 испытаний. Потому на одну локацию уходило в среднем 1,4 попытки. Самый противный летающий противник, как по мне, облачный охотник, а наземный — это драйдер. Лучшие герои — это Ариван и Рексон. Их умения вполне себе очень удобны и подходят для большинства уровней. Всего было получено за эти уровни 52 звезды ветеран. Самым трудным оказался уровень 15, часовня и линия. На этом, в принципе, все. Ах да, ведь вы замечали, что я отмечал получение ачивок, но при этом почти не обращал ваше внимание на них. Не всех их у меня получилось отметить. А так, за эти уровни было получено 36 из 83 достижений. Да, это не все, которые можно было бы открыть, однако более подробную статистику мы разберем после прохождения всех элитных этапов. А потому спасибо вам большое за просмотр и поддержку. Если вам понравилось видео, то подписывайтесь на... Прикольно, мне понравилось. Опять же, монтажик прям такой этот, то есть, в смысле, вот это вот, в принципе, сам по себе, вот это вот смотреть Tower Defense, как просто, типа, враг бежит, и ты как бы, тычешь, это вроде с одной стороны не очень-то интересно, если ты прям не любишь какого-то личность, за ним следишь, за его прохождениями, сам не обожаешь вот это вот башенки, вот эти вот, постоянно пристально следить за этими уровнями, да. То есть в какой-то мере это, соглашусь как бы с некоторыми людьми, смотреть на вот такой вот геймплей, это в какой-то мере скучно.
Ну вот благодаря вот такому вот монтажику за этим прикольно. Вот так вот. Спасибо за заказ еще раз фанлоку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующей реакции. Удачи!